Что произошло, когда кобыла с человеческим лицом переступила порог ветеринарной клиники? Врач упал в обморок прямо на стойке регистрации, а медсестра попросила ее заполнить анкету, как обычного пациента. Но самое безумное началось, когда дошло до осмотра. Она пришла сама, без хозяина, без поводка, без сопровождения. Просто толкнула копытом стеклянную дверь клиники на улице Садовой в Краснодаре и встала в очередь между таксой и персидским котом. Регистратор Марина потом скажет, что сначала подумала, это чей-то розыгрыш с аниматором в костюме. Но аниматоры не дышат через настоящие лошадиные ноздри и не смотрят на тебя карими глазами с ресницами, которые двигаются точно как человек. Именно тогда Марина нажала кнопку вызова главного врача. То, что произошло дальше, изменило представление всего персонала клиники о том, что вообще может прийти к ним на прием. Главный врач клиники Алексей Борисович Громов за 22 года практики видел всяк. Корову с двумя головами, козла, который пел народные песни при виде шприца, попугая, выучившего наизусть таблицу умножения. Но когда он вышел в коридор и увидел ее, он просто остановился. Ноги отказали раньше, чем мозг успел обработать картинку. Кобыла стояла у стойки регистрации ростом 1,80 м в холке, гнедой масти, с аккуратно расчесанной гривой. Это была обычная лошадь, от шеи до копыт. Но там, где у лошади должна быть морда, вытянутая, с большими зубами и плоским лбом, там было человеческое лицо. Полностью человеческое. Прямой нос, высокие скулы, тонкие губы, слегка сжатые в ожидании. Карие глаза смотрели на Громова спокойно и чуть нетерпеливо. Так смотрит пациент, который ждет уже 20 минут и начинает раздражаться. Громов потом говорил, что первая его мысль была абсолютно бытовой. Кто ее записал и почему не предупредил? Вторая мысль была уже менее профессиональной. Он схватился за край стойки, чтобы не осесть на пол. Марина протянула ему карточку пациента. В графе имя владельца стояло пусто. В графе кличка животного было написано от руки «Зоя». Марина пожала плечами и тихо сказала, что та сама продиктовала. Именно продиктовала. Четким, низким, абсолютно человеческим голосом, без малейшего акцента или хрипоты. Громов взял карточку, посмотрел на нее, потом посмотрел на Зою. Зоя посмотрела в ответ. В ее взгляде не было ни агрессии, ни страха, только усталость человека, которому давно что-то мешает и который, наконец, решился это исправить. «Правое переднее копыто», — сказала она. «3-я неделя. Хромаю». Голос был низкий, грудной, с легкой хрипотцой. Именно такой голос бывает у женщин, которые много говорят на работе. Громов механически кивнул, открыл рот, закрыл его снова и, наконец, произнес единственное, что смог выдавить из себя в тот момент. «Пройдемте в смотровую». Такса на соседнем стуле зарычала и спряталась под кресло хозяйки. Персидский кот, напротив, вытянул шею с нескрываемым любопытством. Хозяйка таксы встала и быстро вышла на улицу, так и не дождавшись своей очереди. Остальные посетители в зале ожидания, 3 с кошками и 1 с кроликом, не двигались и не говорили, просто смотрели. Зоя прошла по коридору к смотровой комнате номер 3. Копыта цокали по плитке ровно и тяжело. У двери она остановилась, потому что стандартный дверной проем был для нее узковат, и боком протиснулась внутрь. Этот жест, боком, аккуратно, чтобы не задеть косяк, был настолько привычным и бытовым, что Громов почувствовал, как паника в его голове начинает медленно уступать место профессиональному любопытству. Он взял фонарик. Взял зонт, подошел к правому переднему копыту и присел на корт. Копыто было самым обычным лошадиным копытом. Ни малейшего отклонения от нормы в строении. Но между 3-й и 4-й зонами подошвы он сразу нашел то, что искал. Глубокий засевший камень, врезавшийся в мягкую ткань. Старая запущенная травма. Без лечения еще через неделю началось бы воспаление. Громов поднял голову. Зоя смотрела на него сверху вниз своими карими человеческими глазами. «Давно?» — спросил он. 3 недели назад наступила на щебень у дороги», — ответила она. Сначала думала, само пройдет. Громов кивнул и потянулся за инструментами. Руки работали сами. 22 года практики делали свое дело. Голова при этом продолжала задавать вопросы, на которые у него пока не было ни одного ответа. Пока Громов работал с копытом, в дверь смотровой постучала Марина и просунула голову внутрь. Она уже взяла себя в руки. На лице была та профессиональная маска спокойствия, которую регистраторы ветеринарных клиник вырабатывают годами. Она сообщила, что позвонила в 3 местных телеканала, и 2 из них уже едут. Громов попросил ее никого не пускать. Марина кивнула и исчезла. Зоя проводила закрывшуюся дверь взглядом. «Я не хотела огласки», — сказала она ровно. «Я понимаю», — ответил Громов, не отрываясь от работы. «Но вы пришли в публичное место?» «Я пришла к врачу. Копыто болит, а не публично». Громов извлек камень, почти 1,5 сантиметра в диаметре, с острым краем. Положил его на лоток. Зоя скосила глаза, посмотрела на камень и слегка поморщилась. Именно так морщатся люди, когда видят то, что причиняло им боль, и что, наконец, извлекли наружу. Громов обработал рану, наложил повязку и встал. Теперь они смотрели друг на друга почти на одном уровне. Он стоял, она стояла, и разница в росте была минимальной. «Вы разговариваете», — сказал он. Это прозвучало глупо, он сам это понял. «Да», — подтвердила Зоя без иронии. «Откуда вы?» «Из Тихорецкого района. Частное хозяйство. Хозяин умер в феврале, наследников нет, я живу там одна уже 8 месяцев». Громов помолчал секунду. «И одна, в смысле, совсем одна?»
Совсем. Соседи знают, что я там есть. Привозят сено и комбикорм 2 раза в неделю. Мы договорились. Они не задают вопросов, я не выхожу за пределы участка. До сегодняшнего дня это работало. Почему сегодня перестала работать? Потому что копыта болело 3 недели и стало хуже. Соседи не ветеринар. Я посмотрела адрес клиники. В интернете выбрала ту, что дальше от центра. Думала, меньше людей. Громов непроизвольно оглянулся на окно. За жалюзи уже слышался шум. Да, несколько голосов, звук подъехавшей машины. «Вы пользуетесь интернетом?» — произнес он. «У хозяина был телефон, остался на зарядке. Я научилась». Это было сказано так буднично, так без малейшего желания произвести впечатление, что Громов на секунду просто забыл, с кем разговаривать. Перед ним стоял пациент с конкретной травмой, которая теперь была обработана. Пациент объяснял обстоятельства своего визита. Все было абсолютно логично и абсолютно невозможно одновременно. «Сколько вам лет?» — спросил он. «Не знаю точно. Хозяин говорил, что 11. Но это было 3 года назад, значит, 14. Вы всегда так разговаривали?» Зоя чуть помедлила. Первый раз за весь разговор в ее взгляде появилось что-то похожее на осторожность. Не всегда. Сначала я понимала слова, потом начала отвечать. Хозяин не удивился, то есть он был старый и, кажется, уже ничему не удивлялся. Мы разговаривали каждый вечер. Он умер, и разговаривать стало не с кем. За дверью послышались голоса громче. Марина явно сдерживала кого-то в коридоре. Громов подошел к двери, повернул защелку и прислонился к ней спиной. Потом посмотрел на Зою. «Вам нужно куда-то идти после этого? Есть план?» «Вернуться домой. Копыта теперь пройдет». «Пройдет. Через 10 дней снять повязку, еще через 5 можно нагружать, как обычно. Но вам нужно будет прийти на осмотр». Зоя кивнула. Абсолютно человеческий жест. Короткий, деловой. «Хорошо. Во сколько лучше записываться, чтобы людей было меньше?» Громов открыл рот, чтобы ответить. И именно в этот момент жалюзи на окне осветила яркая вспышка. Оператор снаружи нашел угол и снимал прямо через стекло. Громов задернул жалюзи одним резким движением. Вспышка повторилась, оператор не отступал. Снаружи уже слышался голос, явно проговаривающий текст в камеру. Зоя не шелохнулась. Она смотрела на жалюзи с тем же спокойным, чуть усталым выражением, с которым пришла. «Я предполагала такой вариант», — сказала Алсия. «Так что...» — сказала она. «И что вы планируете делать?» «Выйти через тот же вход, которым вошла. Другого я не знаю». Громов быстро прошел к шкафу в углу смотровой, где висел его рабочий халат и запасной комплект одежды. Достал большой махровый халат, который держал для крупных животных после водных процедур. Иногда использовали для успокоения. Протянул Зоя. «Накиньте на голову, хотя бы до машины». Зоя посмотрела на халат, потом на Громова. «У вас есть машина достаточного размера?» Это был разумный вопрос. Громов подумал 3 секунды и позвонил своему технику Сергею, который держал грузовой фургон для перевозки крупного скота. Сергей жил в 5 минутах езды. Громов объяснил ситуацию в 4 словах. Крупный пациент, срочно, задний двор. Сергей не задал ни одного вопроса. За 8 лет совместной работы он привык не задавать вопросов по телефону. Пока ждали фургон, Громов сделал то, что должен был сделать с самого начала, как врач. Провел полный осмотр. Зоя стояла спокойно, выполняла команды, отвечала на вопросы о самочувствии точно и без преувеличений. Давление он измерить не смог. Манжета не подходила ни под одну часть тела. Но прослушал легкие, проверил лимфоузлы в доступных местах, осмотрел зубы. Зубы были лошадиными полностью. Большие, желтоватые, с характерным стачиванием, соответствующим возрасту 14 лет. Это был единственный момент осмотра, когда иллюзия человеческого присутствия на секунду разрушилась. Когда Зоя открыла рот по его просьбе, и он увидел эти зубы под совершенно человеческими губами. «Питание нормальное?» — спросил он, возвращаясь к профессиональному тону. «Сено, комбикорм. Летом пасусь на участке. Воды достаточно. Витамины?» Хозяин давал. После него нет. Соседи не знают, что нужно. Громов записал в карточку: дефицит витаминного комплекса, профилактический курс. Потом остановился и посмотрел на то, что написал. Карточка пациента. Имя — Зоя. Вид — лошадь. И ниже совершенно стандартные назначения, которые он мог бы написать любому коню в любой конюшне Краснодарского края. «Вы понимаете, что после сегодняшнего дня все изменится?» — сказал он. Да, но копыта болело. В этих 4 словах было что-то настолько исчерпывающее, что Громов не нашел, что добавить. Сергей приехал через 7 минут. Заехал задним ходом во двор клиники, где не было камер. Открыл борт фургона, увидел Зою и замер с открытым ртом ровно на 4 секунды. Потом закрыл рот, опустил пандус и сказал: «Осторожно, ступенька высокая». Зоя поднялась в фургон без посторонней помощи. Громов передал ей через борт пакет с перевязочным материалом, инструкции по уходу за копытом и витаминным комплексом. Написал номер своего личного телефона на листке и добавил его в пакет. Через 10 дней повязку снять.
Если начнется отек раньше, то звоните сразу, сказал он. Зоя взяла пакет, посмотрела на Громова с той же спокойной прямотой, с которой смотрела все время. Сколько я должна за прием? Громов открыл рот, закрыл его. Подумал о том, что в кассе нет графы для такого случая, что Марина не знает, как провести оплату, что в системе пациент числится без владельца, а значит, счет выставлять некому. В следующий раз, да, сказал он. Сергей закрыл борт. Фургон выехал со двора через боковые ворота в противоположную сторону от телевизионных машин, которые стояли у главного входа. Громов смотрел вслед фургону, пока тот не скрылся за углом. Потом достал телефон и увидел 23 пропущенных вызова за последние 40 минут. 23 вызова за 40 минут — это еще не был рекорд для клиники. Рекорд поставил следующий час, когда их стало 97. Громов вернулся в кабинет, закрыл дверь и сел за стол. Перед ним лежала карточка Зои. Он смотрел на нее примерно 2 минуты, потом взял ручку и начал писать. Не в карточку, а на отдельном листе. Писал все, что видел, слышал и трогал руками за последний час. Дата, время, описание внешности, результаты осмотра, характер травмы, поведение пациента. Писал как протокол. Сухо, по пунктам, без эмоций. Когда закончил, перечитал. С медицинской точки зрения все было абсолютно корректно. Здоровая кобыла 14 лет, удовлетворительное общее состояние. Травма правого переднего копыта от инородного тела успешно устранена. Рекомендован витаминный комплекс. Назначен повторный осмотр. Если убрать одну строчку, лицо человеческого типа полностью функциональное, включая мимику и речевой аппарат, это была бы самая обычная карточка самого обычного пациента. Он позвонил своему однокурснику Вадиму Черепанову, который заведовал кафедрой патологической анатомии в ветеринарной академии Ставрополя. Они не разговаривали 8 месяцев со дня рождения Вадима, где оба выпили лишнего и поспорили о генетике крупного рогатого скота. Вадим ответил после 3-го гудка. Громов изложил факты. Без вступлений, без смягчений, просто факты в том порядке, в котором они произошли. Вадим не перебивал. Когда Громов замолчал, в трубке была тишина секунд 10. «Ты пил сегодня?» — спросил наконец Вадим. «Нет». «Я имею в виду, вообще в последнее время много?» Вадим. Хорошо, хорошо. Слушай, то, что ты описываешь, это краниофациальная аномалия развития. Бывает у лошадей. Редко, но бывает. Уплощение черепа, изменение пропорций морды. Это может выглядеть необычно, но это не... Она разговаривала, перебил Громов. Снова пауза. Четко? Не просто звуки. Четко. Полные предложения. Сложные конструкции. Она спросила, во сколько лучше записываться на повторный прием, чтобы было меньше людей. Вадим помолчал еще дольше. «Это выходит за пределы любой известной патологии», — сказал он наконец. «Речевой аппарат лошади анатомически не приспособлен для воспроизведения человеческой речи. Гортань расположена иначе, мягкое небо другой формы, язык короче и толще. Физически это невозможно. Я слышал это своими ушами. Я тебе верю, что ты слышал. Я говорю, что это невозможно с точки зрения анатомии, это 2 разных утверждения». Громов посмотрел на лист с протоколом. «Что мне с этим делать? Документируй все, что помнишь. Фото есть?» «Нет, я не догадался». «Жаль. Видео снаружи есть? Ты сказал, телевизионщики снимали через окно?» «Через жалюзи. Не знаю, что им удалось поймать». «Значит, скоро узнаю». «Алексей, если это правда то, что ты описываешь, это не ветеринарный вопрос. Это вопрос для генетиков, нейробиологов и еще десятка специалистов, которые будут спорить об этом следующие лет 20. Твоя задача сейчас — зафиксировать все, что ты видел, максимально точно и найти способ снова с ней связаться». Громов посмотрел на пакет с витаминами, который он собирал для Зои. Потом вспомнил, что положил туда листок с номером своего телефона. Телефон у нее есть. Хозяйский, оставшийся на заряд. Он открыл новое сообщение и написал: «Зоя, это Громов. Доехали нормально? Как копыта?» Отправил. Сообщение ушло. Статус доставлено. Громов смотрел на экран. Через 4 минуты пришел ответ. 3 слова. Доехали. Копыта нормально. Он сохранил контакт. В поле имя написал просто Зоя. В поле заметки написал «Повторный осмотр через 10 дней». Вечером того же дня сюжет вышел на 2 местных каналах одновременно. Оператор все-таки поймал кадр через жалюзи. Размытый, снятый под углом, но достаточно четкий, чтобы разглядеть силуэт и часть лица. Именно часть: скулу, висок, краешек губ. Этого хватило. К полуночи видео набрало 400 тысяч просмотров. К утру следующего дня 2 400 000. Комментарии делились ровно на 3 лагеря. Те, кто кричал о монтаже, те, кто требовал немедленного научного расследования, и те, кто писал, что видел нечто похожее раньше в разных местах и в разное время. Громов читал комментарии за завтраком и отметил один от пользователя с аккаунтом, зарегистрированным 3 года назад в Воронеже. «Я работал конюхом в частном хозяйстве под Тихорецком. Уволился в феврале, когда хозяин умер. Все правда.
Он скопировал ник, написал в личные сообщения. Ответ пришел через 2 часа. Конюха звали Петр Савельевич Лукьянов, 62 года. Он проработал у старого хозяина Ивана Федоровича Дробышева 11 лет. Зоя появилась в хозяйстве жеребенком, когда Лукьянову было 51. Он написал коротко. Она с рождения такая. Иван Федорович говорил, что принял жеребенком и сразу понял, что необычно. Сначала просто смотрела по-человечески. Потом начала отвечать на вопросы. Кивком, мотанием головы. Годам к 4 начала говорить. Тихо, мало. К 10 нормально разговаривала. Иван Федорович никому не рассказывал. Боялся, что заберут. Громов переслал переписку Черепанову. Тот ответил немедленно. Кизи, видимо, тоже не спал. Это меняет картину. Если речь развивалась постепенно в течение нескольких лет, это не аномалия строения. Это нейропластика. Мозг адаптировался и нашел способ использовать имеющийся аппарат нестандартно. Такого в литературе нет. Вообще нет. На 3-й день после визита Зои Громову позвонили из Москвы. Звонил некий Артем Владимирович, представившийся сотрудником Федерального центра биологических исследований. Он говорил вежливо и очень конкретно. Они знают о случае, они хотят провести исследования, они готовы обеспечить Зое все необходимые условия содержания и полную безопасность. Громов спросил, что означает полная безопасность в их понимании. Артем Владимирович сделал паузу и сказал, что это означает закрытый охраняемый периметр, постоянный медицинский контроль и отсутствие посторонних контактов на время исследования. Громов сказал, что перезвонит. Не перезвонил. В тот же вечер он написал Зое подробное сообщение. Объяснил, что происходит. Видео в интернете. Звонки из Москвы. Интерес государственных структур. Написал прямо. Есть люди, которые захотят ее найти, и у них есть ресурсы это сделать. Написал, что она должна знать об этом и принять собственное решение. Ответ пришел через 20 минут. Я видела видео, нашла его сама. Комментарии тоже читала. Люди пишут, что я не существую. Это странно, читать, что тебя нет. Громов смотрел на экран. Потом пришло второе сообщение. Про Москву. Я понимаю, что это значит. Иван Федорович мне объяснял. Он говорил, если узнают, заберут и будут изучать. Пока не поймут, а пока не поймут, не отпустят. Он поэтому и молчал 11 лет. Третье сообщение пришло сразу за вторым. Я не поеду в Москву. Я хочу жить на участке. Там мое сено, мой загон, там я знаю каждый угол. Я не опасна. Я просто хочу, чтобы копыта зажило. Громов отложил телефон. Потом взял снова и написал. Копыта заживет. Я вас не выдам. Отправил. Подумал секунду и добавил. Если снова что-то заболит, пишите сразу. Не ждите 3 недели. Ответ был один символ. Не эмодзи, просто точка. Но в контексте этой переписки точка читалась совершенно однозначно. На 5-й день после визита Зои к воротам хозяйства в Тихорецком районе подъехали 2 машины. Не из Москвы. Из местной районной администрации, чиновник средней руки и участковый ветеринарный инспектор. Они постояли у ворот минут 15, потом уехали. Об этом Громову написал один из соседей Зои, тот самый, что привозил сено. Его звали Николай, фамилию он не назвал, но писал коротко и по делу. Николай сообщил еще кое-что важное. За день до приезда чиновников к нему домой пришел незнакомый мужчина, показал удостоверение, какое именно, Николай не разглядел, и спросил, знает ли он что-нибудь о лошади с соседнего участка. Николай сказал, что знает только то, что лошадь есть, хозяин умер, он иногда привозит корм из жала. Мужчина записал это в блокнот и ушел, больше не возвращался. Громов переслал это сообщение Черепанову. Черепанов ответил, они ищут юридическую зацепку. Если хозяин умер и наследников нет, животное формально является бесхозным имуществом. Бесхозное имущество можно изъять по решению суда. У них есть основания. Это была проблема, о которой Громов не думал. Медицинская часть была простой. Копыта, витамины, повторный осмотр. Юридическая часть была совсем другим уровнем сложности. Он позвонил знакомому адвокату Светлане Игоревне Карась, которая специализировалась на имущественных спорах. Изложил ситуацию. Светлана Игоревна выслушала молча, потом спросила только один вопрос. Видео в интернете она уже видела. Видел, ответил Громов. Тогда я понимаю, о чем речь. Слушай, это прецедент, которого не существует ни в одном своде законов. Животное не может быть субъектом права. Но животное не может и разговаривать, а оно разговаривает. Формально она бесхозная собственность. Фактически она самостоятельный субъект с волеизъявлением, местом проживания и способностью к коммуникации. Что можно сделать? Оформить опекунство. Кто-то должен стать официальным владельцем на бумаге. Тогда изъять ее просто так не смогут. Нужно будет доказывать ненадлежащее содержание. Ты готов стать владельцем? Громов помолчал секунду. Я ветеринар. У меня есть лицензия на содержание крупных животных. Это да. Но ты понимаешь, что это значит публично? Понимаю. Светлана Игоревна сказала, что подготовит документы за 3 дня. Громов написал Зое. Объяснил юридическую ситуацию. Бесхозное имущество, опекунство, что это означает на практике. Написал, что это не значит, что он ее хозяин в бытовом смысле. Это просто бумага, которая защищает ее право жить на своем участке. Зоя ответила не сразу. Прошло почти 2 часа. Потом пришло сообщение. Иван Федорович говорил, что бумаги — это важно. Что без бумаги человек ничто. Я, получается, тоже ничто без бумаги. Громов написал, да, с бумагой будете что-то. Это лучше, чем ничто.
Еще через час? Хорошо, согласна. Документы Светлана Игоревна подготовила за 2 дня, на день раньше обещанного. Громов подписал. В графе «Вид животного» стояло «Лошадь, кобыла». В графе «Особые отметки» Светлана Игоревна от руки дописала одну фразу, которую Громов не просил, но которая, по ее словам, могла однажды оказаться важной. Животное демонстрирует нетипичное поведение, требующее специализированного ветеринарного наблюдения. Этой же ночью видео с размытым силуэтом через жалюзи удалили с обоих местных каналов. Без объяснений, без заявлений. Просто исчезло. Но к тому моменту его уже скачали и перезалили на 742 сторонних ресурса. Удалить его окончательно было уже невозможно. Лукьянов, бывший конюх, написал Громову в тот же вечер. Иван Федорович перед смертью сказал мне одну вещь. Сказал: если что-то случится, найди человека, которому можно доверять. Я не знал, кого искать. Теперь, кажется, знаю. Громов сохранил это сообщение отдельно. Не потому, что оно было важным юридически, просто потому, что старый человек, проживший 11 лет рядом с невозможным и не рассказавший никому, заслуживал того, чтобы его последние слова кто-то запомнил. На 10-й день Громов приехал сам. Не вызвал Зою в клинику. Слишком много внимания, слишком много риска. Взял сумку с инструментами, сел в машину и поехал в Тихорецкий район. 2 часа по трассе, потом 20 минут по грунтовой дороге между полями. Хозяйство Дробышева стояло на отшибе. Старый деревянный дом, крепкий забор, просторный загон за ним. Ворота были заперты изнутри, Громов постучал. Через минуту со стороны загона послышались шаги, тяжелые, равномерные. Щеколда откинулась сама. Ворота открылись. Зоя стояла в проеме. При дневном свете на открытом воздухе она выглядела иначе, чем в смотровой комнате. Крупнее, реальнее. Гнедая шерсть лоснилась на солнце, грива была аккуратно расчесана. Она явно следила за собой. Лицо смотрело на него спокойно, без тревоги. «Приехали сами», — сказала она. «Не вопрос?» — констатация. «Так меньше шума», — ответил Громов. Он осмотрел копыта прямо во дворе. Повязку снял, рану проверил. Заживление шло хорошо. Чисто, без воспаления, ткань восстанавливалась правильно. Он сказал об этом вслух. Зоя кивнула. Потом Громов достал из сумки витаминный комплекс, инъекционный, в ампулу. Объяснил, что курс рассчитан на 3 недели по одной инъекции через день, и что это эффективнее таблеток при выраженном дефиците. Зоя посмотрела на шприц. «Укол», — сказала она. «Да? В шею?» «Да, стандартное место для лошадей». Она помолчала секунду, потом сказала тихо, почти без интонации. «Я понимаю, что это нужно. Но я не люблю, когда не вижу, что происходит сзади». Громов опустил шприц, посмотрел на нее. «Хотите, чтобы я объяснял каждое движение?» «Да», он объяснял, каждый шаг вслух, прежде чем делать. Протираю место спиртом, беру складку кожи, ввожу иглу, медленно. Готово. Зоя стояла неподвижно все время. Ни одного непроизвольного движения, ни одной попытки уйти, хотя лошадиная мышечная масса позволила бы ей снести его одним движением плеча. Когда он убрал шприц, она выдохнула. Долго, медленно. «Спасибо», — сказала она. Громов убирал инструменты в сумку, когда его телефон завибрировал. Номер был московский, незнакомый. Сбросил вызов. Телефон завибрировал снова. Тот же номер. Он снова сбросил. «Москва?» — спросила Зоя. Она видела экран. Скорее всего. «Они приедут. Вероятно? Когда?» Громов застегнул сумку и выпрямил. «Документы об опекунстве оформлены. Юридически вы находитесь под ветеринарным надзором, содержание соответствует нормам. Просто так войти на участок и забрать вас они не могут. Им нужно судебное решение, а для этого нужны основания». «А если они найдут основания?» Громов посмотрел на нее прямо. Она задавала конкретный вопрос и заслуживала конкретного ответа. «Тогда будем обжаловать. У меня есть адвокат. У нас есть время». Зоя смотрела на него несколько секунд, потом сказала. «Иван Федорович говорил, что доверять людям опасно, но он сам доверял Лукьянову соседям, просто не говорил об этом вслух». Громов не ответил на это, просто спросил. «Остальные ампулы сможете хранить правильно. Нужна температура от 2 до 8 градусов. В доме есть холодильник. Работает». «Хорошо. Я напишу схему на бумаге. Какой день, какая доза?» Он написал схему прямо там, стоя у ворот, на листке из блокнота. Протянул Зое. Она взяла листок передними губами, аккуратно, привычным движением по бедне, и тут же переложила его в сторону, к забору, где стояло небольшое ведро. В ведре лежали еще несколько листков. Судя по виду, распечатки из интернета. Громов разглядел краешек одного. Это была статья о правах животных в российском законодательстве. Она читала, готовилась. Сама, без чьей-либо подсказки. Громов сел в машину. Телефон завибрировал в 3-й раз. Снова московский номер. На этот раз он не сбросил, а просто выключил звук и положил телефон в бардачок. Выехал с грунтовки на трассу и поехал обратно в Краснодар, думая о том, что у нее в ведре лежат распечатки о правах животных, и о том, что человек, который изучает законы, чтобы защитить себя, это уже не просто животное, как бы ни решили иначе люди в московских кабинетах.
Через 3 недели после первого визита Зои московский звонок все-таки состоялся, но не тот, которого ждал Громов. Позвонила негосударственная структура. Позвонил профессор Игорь Семенович Белов, нейробиолог из Санкт-Петербургского университета, 71 год, автор 48 научных работ по когнитивным функциям млекопитающих. Он представился сам, назвал институт, назвал свои работы, потом сказал: «Я не хочу ее изучать, я хочу с ней поговорить, если она согласится». Громов спросил, откуда он узнал его номер. Белов сказал, что Лукьянов дал. Громов написал Зое в тот же вечер. Пересказал разговор дословно. Добавил, что решение только за ней. Ответ пришел утром. Пусть приедет. Но не один. Вы тоже приедете? Громов приехал. Белов приехал на следующей неделе. Один, на обычной машине, без ассистентов и без аппаратуры. Взял только блокнот и ручку. Зоя встретила их у ворот. Белов увидел ее, остановился на секунду, потом снял очки, протер их, надел обратно и сказал: «Здравствуйте, Зоя». «Здравствуйте», — ответила она. Они разговаривали 4 часа. Громов сидел в стороне и почти не вмешивался. Только однажды, когда Белов спросил про детство и Зоя замолчала дольше обычного, Громов сказал тихо: «Можно не отвечать». Зоя посмотрела на него, потом все-таки ответила. Белов спрашивал о памяти, о снах, о том, как она воспринимает время. Спросил, думает ли она словами или образами. Зоя сказала: да, и тем, и другим зависит от ситуации. Когда пасется — образами, когда читает — словами. Белов записал это и долго смотрел на запись. Перед отъездом он постоял у ворот и сказал Громову негромко, пока Зоя была в загоне: «За 40 лет работы я изучал дельфинов, шимпанзе, слонов, воронов. Я видел когнитивные способности, которые мы привыкли считать исключительно человеческими у существ, у которых нет ни нашего мозга, ни нашей речи. Но то, что я видел сегодня, это другое. Это не просто интеллект, это самосознание в полном смысле слова. Она знает, кто она. Она знает, что она другая, и она живет с этим знанием каждый день. В одиночестве, без единого существа рядом, которое понимало бы ее так же». Громов ничего не ответил. Белов сел в машину и уехал. Через 2 месяца он опубликовал статью в научном журнале. Без фотографий, без имен, без указания мест. Только описание поведенческих паттернов неустановленного субъекта вида Equus cabal. Статья вызвала в научном сообществе спор, который не утих до сих пор. Московские звонки прекратились через месяц после того, как Светлана Игоревна Карась направила официальное письмо в 3 ведомства с подробным изложением правовой позиции и перечнем журналистов, которым она готова дать комментарии в случае любых действий в отношении подопечного животного. Письмо сработало, копыто зажило полностью на 12-й день, на 2 дня раньше прогноз. Витаминный курс Зоя прошла без пропусков, отмечала каждую инъекцию в листке, который Громов написал у ворот. На последней строчке поставила галочку и написала рядом «Готово». Сейчас Громов приезжает раз в 2 месяца. Плановый осмотр. Николай по-прежнему привозит сено и комбикорм 2 раза в неделю. Лукьянов переехал обратно в Тихорецкий район и живет в соседнем поселке. Официально на пенсии. Неофициально снова присматривает за хозяйством. Зоя читает. В телефоне Ивана Федоровича кончилась память, и Лукьянов принес ей старый планшет. Она попросила загрузить толковый словарь, несколько книг по биологии и 1 роман «Белый бим, черное ухо». Почему именно его, она не объяснила. Вот что произошло, когда кобыла с человеческим лицом переступила порог ветеринарной клиники. Врач не выдал ее властям. Медсестра занесла ее в базу пациентов, адвокат защитила ее юридически. Ученый поговорил с ней как с равной. А она сама просто хотела, чтобы перестала болеть копыта. И в этом, если подумать, она ничем не отличается ни от кого из нас.